Знаете ли вы, что растения на вашей грядке могут либо дружить, спасая друг друга от болезней, либо вести настоящую биологическую войну? Многие огородники годами жалуются на вредителей, даже не подозревая, что решение лежит в правильном соседстве. Сегодня я раскрою вам забытую схему посадки, которая превратит ваш огород в саморегулирующуюся систему. Мы разберем 15 пар овощей и трав, которые при совместной посадке не просто растут быстрее, но и становятся невидимыми для вредителей. Забудьте об опрыскивателях. Сегодня в роли защитников выступят сами растения. Погнали! Многие огородники привыкли сажать овощи ровными, скучными моногрядками. Тут только морковь, там только лук. Но в природе вы никогда не встретите такой стерильности. Растения веками учились выживать сообща, создавая настоящие коалиции против врагов. И сегодня мы начнем с золотого фонда огородного соседства, 3 пар, которые обязаны быть на каждом участке. Пара номер 1 – морковь и лук. Биологический щит. Это абсолютная классика, которую знали еще наши бабушки. У этих овощей есть 2 заклятых врага – морковная и луковая мухи. Эти насекомые ориентируются исключительно по запаху. Когда муха летит на аромат сочной моркови, она натыкается на резкий фитонцидный барьер лука и буквально теряет ориентацию в пространстве. Она просто не понимает, где здесь еда. А луковая муха, в свою очередь, терпеть не может специфический аромат морковной ботвы. Сажая их через ряд или в шахматном порядке, вы создаете невидимый радиоэлектронный щит, который экономит вам литры инсектицидов. К тому же у них разная глубина корней, и они не воруют друг у друга питание. Пара номер 2. Томаты и базилик. Гурманы на грядке. Если вы хотите, чтобы ваши помидоры были не просто красными, а по-настоящему сахарными и ароматными, посадите в их ноги базилик. Учеными доказано, эфирные масла базилика благотворно влияют на метаболизм томатов, улучшая их вкус еще на стадии созревания. Но это не только вопрос вкуса. Базилик – мощный репеллент. Его густой пряный запах отпугивает тлю, паутинного клеща и, что самое важное, рогатого червя, опасного вредителя посленовых. В ответ томаты создают для нежного базилика идеальную легкую полутень, защищая его листья от солнечных ожогов. Это идеальный симбиоз, который после сбора урожая перемещается прямиком в салатник. Пара номер 3. Огурцы и укроп. Продление молодости. Вы замечали, что огурцы часто начинают желтеть и сохнуть как раз в разгар плодоношения? Обычный укроп, посеянный между огуречными плетями, работает как настоящий эликсир долголетия. Зонтичные соцветия укропа привлекают на грядку полезных насекомых-энтомофагов, златоглазок и божьих коровок. Это ваш бесплатный спецназ, который уничтожает тлю и личинок вредителей быстрее, чем вы успеете заметить проблему. Более того, укроп немного притеняет почву, сохраняя влагу, которую так любят огурцы. Вместе они создают микроклимат лесной опушки, где огурцы плодоносят до самых заморозков. Эти 3 пары – лишь фундамент. Мы только начали выстраивать систему защиты вашего огорода. Впереди у нас скрытые защитники, которые спасут вашу капусту и картофель. Если первая 3 пар была про взаимную выгоду, то следующая группа – это настоящие телохранители. Мы привыкли, что цветы должны расти на клумбах, а пряности – в аптекарском огородике. Пора ломать стереотипы. Пара номер 4 – капуста и бархатцы. Маскировка высшего уровня. Белокочанная капуста – это главный магнит для бабочки-капустницы. Стоит ей приземлиться на лист и отложить яйца, как через неделю от вашего кочана останется только скелет из жилок. Но у капустницы есть слабое место. Она ищет цель по запаху и визуальному силуэту. Бархатцы или тагетос обладают настолько мощным и специфическим ароматом, что он буквально ослепляет бабочку. Более того, корни бархатцев выделяют в почву особые вещества – тиофены, которые подавляют развитие нематод и отпугивают медведку. Яркие оранжевые цветы среди зеленых кочанов – это не просто эстетика, это высокотехнологичный камуфляж. Пара номер 5. Картофель и кориандр. Психологическая атака на жука. Колорадский жук – самый упрямый вредитель, но и у него можно отбить аппетит. Попробуйте посеять в междурядьях картофеля кориандр, кинзу. Его резкий специфический аромат, который многие люди недолюбливают, для колорадского жука является сигналом опасности или просто неприятным фоном, на котором запах картофельной ботвы становится неразличимым.
Кориандр также привлекает хищных клопов и мух-журчалок, которые с удовольствием обедают личинками жука. В качестве бонуса вы получите чистый картофель и отличную специю к мясу. Пара номер 6. Клубника и чеснок. Фитонцидный барьер. Клубника или садовая земляника – культура нежная. Ее обожают не только мы, но и серая гниль, а также долгоносик. Чеснок – это природный антибиотик. Его фитонциды настолько сильны, что подавляет рост грибковых спор в радиусе 30 сантиметров. Высаживая чеснок прямо в лунки клубники или между кустиками, вы создаете стерильную зону. Долгоносик, который мечтает подгрызть цветоносы, облетает такие чесночные плантации стороной. А сама клубника при таком соседстве вырастает более здоровой и крупной, так как не тратит силы на борьбу с патогенами. Пара номер 7. Кабачки и настурция. Жертвенный алтарь. Настурция – удивительный цветок. В огородной иерархии она часто выступает в роли растения-ловушки. Тля просто обожает настурцию, предпочитая ее нежным побегам кабачков или тыкв. Высаживая настурцию по периметру кабачковой грядки, вы сознательно подставляете ее под удар. Тля собирается на цветах, оставляя ваш урожай в покое. Вам остается лишь периодически удалять сильно заселенные листья настурции. Кроме того, настурция отпугивает жуков-блошек и клопов-краевиков, которые часто портят завязи кабачков. И не забывайте, цветы настурции съедобны и станут шикарным украшением ваших летних блюд. Использование этих пар – это переход на новый уровень садоводства. Вы больше не боретесь с природой, вы используете ее силу себе во благо. Но это еще не все. В следующей части мы поднимемся выше и заглянем глубже. Разберем воздушные и подземные альянсы, где растения помогают друг другу не только запахом, но и самой своей формой. Когда мы говорим о соседстве растений, важно смотреть не только на то, что происходит на поверхности, но и на то, что скрыто под землей. Растения могут делиться едой, водой и даже служить друг другу физической опорой. В этой части мы разберем союзы, которые работают как единый слаженный механизм. Пара номер 8. Баклажаны и кустовая фасоль. Азотный завод. Баклажан – настоящий прожора среди овощей. Ему нужно колоссальное количество питания, чтобы вырастить тяжелые плоды. Фасоль же обладает уникальной суперспособностью. На ее корнях живут особые клубеньковые бактерии, которые вытягивают азот прямо из воздуха и фиксируют его в почве. Сажая фасоль рядом с баклажанами, вы создаете для них бесплатную и постоянную азотную подкормку. Но это еще не все. Плотные кустики фасоли создают барьер для колорадского жука, который обожает баклажаны даже больше, чем картофель. В таком союзе баклажаны получают еду, а фасоль – защиту. Пара номер 9. Салат и редис. Сочность и тень. Редис – культура стремительная, но очень капризная. Стоит солнцу припечь чуть сильнее, как корнеплод становится горьким, деревянным и уходит в стрелку. Крупные раскидистые листья салата работают как живой зонтик. Они притеняют нежный редис, сохраняя почву прохладной и влажной даже в жаркий полдень. В такой прохладе редис растет сочным и нежным. Более того, густая листва салата мешает крестоцветной бложке, главному врагу редиса, легко перемещаться по грядке. Вы получаете 2 урожая с одной площади, которые идеально дополняют друг друга. Пара номер 10. Кукуруза и горох. Небоскреб и лиана. Это вариация знаменитой древней схемы «Три сестры». Кукуруза – это мощный живой столб, уходящий высоко в небо. Она является идеальной опорой для гороха. Гороху не нужно тратить силы на поиск поддержки. Он просто обвивает стебель кукурузы, поднимаясь к солнцу. В благодарность за лифт горох, как и любая бобовая культура, обогащает почву азотом, который кукурузе жизненно необходим для формирования тяжелых початков. Кроме того, переплетение стеблей создает сложный лабиринт, в котором вредителям гораздо труднее найти свою цель. Пара номер 11. Перец и орегано, душица. Живая мульча. Сладкий перец – южанин, он любит тепло, но ненавидит, когда его ноги перегреваются на солнце, а земля трескается от сухости. Орегано, разрастаясь, образует плотный зеленый ковер у основания перца. Эта живая мульча удерживает влагу в почве и не дает прорастать сорнякам. Но самый главный бонус – это эфирные масла душицы.
Их мощный пряный аромат окутывает кусты перца, сбивая с толку тлю и других летающих вредителей. В таком окружении перец чувствует себя как в родных субтропиках, радуя вас обильным урожаем без лишних хлопот. Эти 4 пары доказывают: огород — это не битва за выживание, а сложная экосистема, где каждый занимает свой ярус. Мы уже разобрали 11 пар, но впереди самое интересное — редкие и почти забытые связки, которые используют опытные мастера органического земледелия. В следующей части мы узнаем, как подсолнух помогает тыкве и почему горчица — лучший друг винограда. Мы подошли к финалу нашего списка. Если предыдущие пары были основой, то эти 4 союза — это настоящий высший пилотаж огородного планирования. Эти связки решают специфические проблемы, с которыми сталкиваются дачники на своих участках из года в год. Пара номер 12. Тыква и подсолнух. Защита от зноя. Тыква – растение мощное, но ее гигантские листья испаряют колоссальное количество влаги. В жаркие июльские дни вы наверняка видели, как плети тыквы печально повисают, даже если земля влажная. Высокие стебли подсолнуха, высаженные с южной стороны тыквенной грядки, работают как природные жалюзи. Они создают кружевную полутень, которая сбивает температурный пик, но при этом пропускает достаточно света для фотосинтеза. Кроме того, мощная корневая система подсолнуха рыхлит почву на такой глубине, куда корни тыквы просто не дотягиваются, улучшая водный обмен на всей грядке. Пара номер 13. Свекла и сельдерей. Взаимная стимуляция. Это союз на уровне химии и корневых выделений. Сельдерей выделяет в почву специфические ферменты, которые работают для свеклы как витаминный коктейль. Она растет быстрее и накапливает больше антоцианов, тех самых полезных веществ, дающих ей яркий цвет. В ответ свекла делится солями, которые помогают сельдерею наращивать сочные, мощные стебли. Но есть и защитный эффект. Резкий запах сельдерея отпугивает свекловичную муху и блошек, которые часто дырявят молодые листья свеклы. Этот дуэт — залог того, что ваши корнеплоды будут здоровыми и идеально ровными. Пара номер 14. Виноград и горчица. Биологический щит. Если у вас на участке растет виноград, вы знаете, как трудно бороться с грибковыми заболеваниями и почвенными патогенами. Белая горчица, посеянная в междурядьях винограда, работает как живой антисептик. Ее корни выделяют гликозиды, которые подавляют развитие плесени и оздоравливают почву вокруг нежных корней лозы. К тому же горчица — это отличный сидират. Когда она подрастет, ее можно просто подрезать и оставить на поверхности. Она станет идеальной мульчей, защищающей виноградник от пересыхания и сорняков. Это самый экологичный способ сохранить здоровье вашего виноградника. Пара номер 15. Томаты и календула. Ноготки. Невидимый фронт. Мы уже говорили о защите томатов, но этот союз направлен на борьбу с врагом, которого не видно глазом – нематодой. Это микроскопические черви, которые живут в почве и буквально высасывают жизнь из корней помидоров. Календула – это природный санитар. Ее корни выделяют вещества, которые губительны для нематод. Высаживая ноготки по краям грядки с томатами, вы создаете защитный периметр, через который зараза не пройдет. К тому же яркие цветы привлекают на участок пчел и шмелей, которые помогут с опылением ваших томатов, если лето выдастся пасмурным. Теперь, когда вы знаете все 15 пар, ваш огород больше никогда не будет прежним. Это не просто схема посадки, это философия жизни в гармонии с природой. Но как все это правильно разместить на одном участке, чтобы растения не мешали друг другу? В финальной части мы разберем золотые правила планировки и узнаем, как составить свой идеальный план посадок на этот сезон. Мы разобрали 15 мощных союзов, которые способны превратить ваш участок в неприступную крепость для вредителей. Но прежде чем вы побежите на грядки с пакетиками семян, давайте систематизируем эти знания. Совместная посадка — это не просто хаотичное смешивание растений. Это стратегия, которая подчиняется 3 золотым правилам. Правило номер 1. Ярусность и свет. Всегда учитывайте этажность вашего огорода. Растения не должны сражаться за солнце. Высокие культуры – кукуруза, подсолнух, томаты на опорах – должны располагаться с северной стороны грядки, чтобы они не отбрасывали тень на низкорослых соседей – салат, редис, базилик. Исключение – только те случаи, когда мы намеренно притеняем южан от палящего зноя, как в паре тыквы и подсолнуха.
Помните, свет – это энергия для роста, и его должно хватать каждому участнику союза. Правило номер 2. Фактор прожорливости. Никогда не сажайте рядом двух тяжеловесов по питанию. Например, капуста и тыква. Оба растения требуют огромного количества азота и влаги. Если их посадить вместе, они начнут обкрадывать друг друга, и в итоге вы получите 2 хилых урожая вместо одного богатого. Идеальный партнер для прожорливой культуры – это либо бобовые, горох-фасоль, которые сами производят азот, либо пряные травы с компактной корневой системой, которые почти не забирают питание из глубоких слоев почвы. Правило номер 3. Семейные узы и вражда. Растения из одного семейства почти всегда плохие соседи. Не сажайте томаты рядом с картофелем или перцем, у них общие болезни и общие враги. Если на картофель нападет фитофтора, она моментально перекинется на томаты. Ваша задача – разрывать эти цепочки, вклинивая между родственными культурами растения из других семейств – лук, бархатцы или горчицу. Именно это создает тот самый биологический барьер, о котором мы говорили на протяжении всего видео. Как составить свой план? Не пытайтесь внедрить все 15 пар одновременно в первый же год. Выберите от 3 до 4 самых актуальных для вас союза. Начните с классики – лука с морковью или томатов с базиликом. Нарисуйте схему своего огорода на бумаге и отметьте эти зоны дружбы. Вы увидите, как ваш огород начнет меняться. Станет меньше пустой земли, меньше сорняков и, что самое приятное, гораздо меньше работы с опрыскивателем. Органическое земледелие – это не магия, это знание биологических ритмов. Когда вы помогаете природе, она отвечает вам старицей. Напишите в комментариях, какая из пар удивила вас больше всего, а может быть, у вас есть свои проверенные секретные связки, о которых я не упомянул. Давайте делиться опытом и выращивать здоровый урожай вместе. Не забудьте поставить лайк, если это видео было вам полезно, и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить наш следующий выпуск. В нем я расскажу о том, как превратить обычный картон в золотую грядку без единого сорняка. До встречи в новом видео.